Привет! Сегодня мы продолжаем прогулку по Бульварному кольцу. И я думаю, это будет самое осеннее видео из всей серии. Посмотрите, как красиво вокруг. Желтые листья, разноцветные дома. Это красивый бульвар с хаотичной историей. Например, зданиям справа всего 25 лет, а исторические здания на их месте снесли, чтобы построить эти. А вот с этими зданиями я не знаю, что происходит. Это исторические дома XIX века, на которые сверху пристроили новые этажи. Выглядит странно и никому не нравится, но я вижу в них памятник хаоса, который происходил в России в конце 20 века. Это было время хаоса и в политике, и в архитектуре. Зато слева здание-сюрприз. Оно выглядит необычно. Посмотрите, как кирпич разного цвета украшает его фасады. Ой, а это кто? Привет! Сейчас мы пойдем по маленькому переулку, который выходит на бульвар. Я очень люблю этот переулок. Он как будто телепортирует меня на 100 лет назад. Он очень тихий, уютный, красивый. Давайте еще посмотрим на это здание. Посмотрите на эти окна. Посмотрите на маленькие колонны. Узоры, которые делают здание таким необычным, напоминают одновременно византийский, исламский и русский стиль. Как думаете, почему так получилось? И вот еще одна церковь 17 века. Да, в Москве много церквей. Вы заметили, что эти здания одинаковые, но первое выглядит красивым и новым, а другие выглядят очень старыми. Это тоже элемент современной истории. Первое здание реставрировали еще в 90-х, перед кризисом и дефолтом. Сейчас здесь офисы, а другие дома отреставрировать уже не успели. Начался кризис, и денег на это уже не было. Прошло 27 лет, и почему-то с тех пор их так и не отремонтировали. Но все равно это очень красивый переулок и очень красивые дома. Когда я шла назад на бульвар, я увидела желтые листья под ногами и захотела пошуршать. Потому что какая осень без шуршания листьями? Шур-шур-шур. 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 Но потом я поняла, что здесь работал дворник, и вернула листья назад, чтобы все было чисто. Вот мы возвращаемся на бульвар. Здесь на стене какие-то, не знаю, маленькие арт-объекты. Кстати, этот бульвар называется Петровский. И он тоже называется в честь монастыря. А вот и Петровский монастырь. Это одно из моих самых любимых мест в Москве. Он очень интересный, и я покажу вам его в следующем видео. А вот улица Петровка, и она тоже называется в честь монастыря. И слева вы опять видите Петровский монастырь. Петровский бульвар и улица Петровка встречаются на площади Петровские ворота. А вот какой-то коктейль-вуду-бар.
Он находится в здании исторической гостиницы XIX века. В прошлом видео я рассказывала, почему здесь появились бульвары и площади. Тогда же появились и гостиницы. На площади Петровские ворота сохранилось много памятников архитектуры и красивых локаций. Здесь есть на что посмотреть. И вот на следующем бульваре нас встречает памятник Владимиру Высоцкому. Кстати, он родился и жил здесь, в Москве, недалеко от бульвара. Высоцкий был известным поэтом, актером и певцом. Это очень большая фигура в культуре России и СССР. Мне кажется, памятник получился отлично. Он передает характер поэта, его силу и искренность. Я люблю ненадолго остановиться рядом с этим памятником, чтобы побыть с ним. Поэтому сегодняшнюю прогулку мы завершим здесь. Но уже в следующем видео продолжим исследовать бульвары дальше. До встречи!